Hey guys! Have you ever wondered when you have to say СВОЙ instead of мой, твой or его? Then this video is for you because that's what we are going to talk about today. By the way, don't forget to turn on subtitles if you need them. You can choose the language in the settings. I speak Russian in my videos because I want you not only to get information but practice your listening as well. I believe that it helps you to improve much faster. Don't be afraid to challenge yourself. Поехали! Вы знаете такие местоимения, как мой, твой, наш, ваш, его, ее, их? Они нам помогают указать, кому что-то принадлежит. И если у нас уже есть эти местоимения, то зачем нам еще местоимение свой? Посмотрим. Давайте попробуем перевести такое предложение. Сергей loves his girlfriend. Вы знаете, что his по-русски будет его. Итак, полное предложение. Сергей любит его девушку. Я правильно перевела? Нет. Потому что когда русский человек слышит такое предложение, он не понимает, кто этот он, чью девушку любит Сергей. Для русского это предложение звучит как Сергей loves X's girlfriend. И этот X может быть кто угодно. Может быть, Сергей любит девушку Антона, или девушку Артема, или девушку Владимира. Я не знаю. В этом предложении his нужно переводить как свой. Сергей любит свою девушку. Сейчас понятно, что речь идет о девушке Сергея. Итак, свой мы говорим, когда предмет или человек относится или принадлежит действующему лицу, другим словом, подлежащему. В этом предложении подлежащее Сергей, то есть подлежащее это the subject of the sentence. Вот еще один пример. Мария ушла в свою комнату. Это значит, что Мария ушла в комнату Марии. А если бы мы сказали Мария ушла в ее комнату, то значение было бы другое. Это бы значило, что, может быть, Мария ушла в комнату своей мамы, или в комнату сестры, или в комнату подруги, но не в комнату Марии, то есть не в свою комнату. Заметьте, что в первом и втором лице мы можем выбирать, какое местоимение употреблять. Мой или свой, твой или свой, наш или свой, ваш или свой. Оба варианта возможны. Например, я поеду к своему брату. Или я поеду к моему брату. Ты взял свои очки или ты взял твои очки? Вы расскажете нам о своих приключениях или вы расскажете нам о ваших приключениях? Мы договорились встретиться со своими друзьями или мы договорились встретиться с нашими друзьями. Но в третьем лице, я имею в виду он, она, оно, они, нужно употреблять местоимение свой, а не его, ее, их. Иначе значение меняется. Например, она взяла свою книгу. Значит, книга принадлежит ей, и она ее взяла. И она взяла ее книгу, значит, что книга принадлежит кому-то другому, но она ее взяла. Мама и папа поехали на своей машине. Мама и папа — это они. И на своей машине, значит, машина принадлежит маме и папе. Они поехали на своей машине, то есть на машине, которая принадлежит им, на своей собственной машине. Или другое предложение: мама и папа поехали на их машине. Мама и папа поехали на машине, которая принадлежит кому-то другому, которая, например, принадлежит друзьям мамы и папы. Обратите внимание, что часто вообще никакого местоимения не нужно говорить, потому что и без него понятно, о ком или чем идет речь. Например, я люблю маму. Тут и так понятно, что я имею в виду свою маму, то есть мою маму, а не какую-то другую, не чужую маму. Свою любимую, родную. И также в некоторых примерах, которые я привела раньше, местоимение можно опустить. Смотрите. Я поеду к брату. Да? Можно сказать, я поеду к своему брату, или я поеду к моему брату, но можно просто сказать, я поеду к брату, потому что понятно, что я имею в виду своего брата. Или ты взял очки. Опять же, не обязательно говорить, ты взял свои очки, потому что тут опять
понятно, какие очки имеется в виду. Но если человек не поймет, что вы конкретно имеете в виду, то он спросит у вас, какие очки, и тогда вы можете уточнить: свои очки, возьми свои очки. Ну и вот еще один пример. Мы договорились встретиться с друзьями. Не обязательно говорить со своими друзьями или с нашими друзьями, потому что обычно, когда мы говорим о друзьях, мы имеем в виду своих друзей. В русском языке местоимения не нужны, когда мы говорим о частях тела. Ты почистил зубы? Закрой глаза. В английском языке мы говорим close your eyes, но в русском мы не говорим закрой свои глаза. Звучит как-то странно. Просто закрой глаза. Выпрями спину. Опять же, не нужно говорить выпрями свою спину, потому что это звучит странно. Зачем? Это лишнее. И так понятно, что я имею в виду вот твою спину, свою выпрями спину. Или он сломал ногу. Нет местоимения, значит, имеется в виду его собственная нога. Он сломал свою собственную ногу. Он сломал ногу. Не сделайте ошибку. Помните, что местоимение «свой» уместно только тогда, когда предмет или человек относится к подлежащему, то есть к действующему лицу. Ведь это все-таки возвратное местоимение. Обращайте внимание, куда оно возвращает. Потому такое предложение, как «это свой дом», звучит очень странно, потому что, подумайте, свой дом куда-то возвращает к подлежащему «это». Дом принадлежит «это»? Нет. Нет, неправильно. Правильно было бы сказать «это мой дом». Да, это мой дом. Мы можем заменить «мой» на «свой», если мы сделаем предложение, где «я» будет подлежащим. Например, «я вернулась в свой дом». Да? Я вернулась в свой дом. Да, «свой» возвращается к «я». И да, дом принадлежит мне, это мой дом, потому я могу сказать «я вернулась в свой дом». Вот еще несколько словосочетаний с местоимением «свой», которые вам могут пригодиться. Вы можете довольно часто их услышать. Тут все свои. Значит, что не стоит бояться. Можно расслабиться, можно свободно говорить, ничего не скрывать. Этим людям можно доверять. Тут все свои, значит, тут все друзья или родные люди. Например, не стесняйся, тут все свои. Он сам не свой. Он ведет себя странно. Наверное, что-то случилось. Например, после ее смерти он стал как сам не свой. Ты в своем уме? Спрашиваем, когда человек ведет себя ненормально, странно, как сумасшедший. Он принимает странные решения. Например, ты что делаешь? Ты в своем уме? Жить своим умом. Самому решать, как жить, не полагаться на других людей, иметь свое мнение, решать за себя. Например, не слушай, что тебе говорят, живи своим умом. Все в свое время, тогда, когда надо. Такое вы можете услышать, когда вы торопите кого-то, торопите события. Всюду совать свой нос, быть любопытным, интересоваться чужими делами, отношениями. Например, она всюду сует свой нос. Вот вчера она у меня спрашивала, с кем я встречаюсь. Это вообще не ее дело. Думаю, это все, ребята, на сегодня. Спасибо, что смотрели. Я, как всегда, надеюсь, что это видео вам понравилось, было интересным и полезным. Мы снова с вами увидимся в следующую пятницу, так что не скучайте, учите русский язык и до скорой встречи. Пока! Мама записывает видео. Все.